Привет! По поводу вертикального хранения вещей столько споров и мнений, что я решила более детально разобраться в этом вопросе, выяснить, какие проблемы при этом возникают и предложить способы их решения. Поехали! Для тех, кто, возможно, не в курсе, вертикальное хранение вещей – это такой незамысловатый способ, с помощью которого очень легко поддерживать порядок в доме. Для этого нужно просто складывать вещи не стопочками, которые разваливаются, и не кучками, в которых нужно долго рыться, а в вертикальном положении. Таким образом, каждая вещь самостоятельно стоит на поверхности, и когда вы ее достаете или возвращаете, соседние предметы остаются на своем месте, как ни в чем не бывало. А если они не могут устоять в таком положении, то мы им в этом помогаем, используя любые опоры, начиная от органайзеров с перегородками до разделителей и коробочек из подручных средств. К тому же при вертикальном хранении все вещи сразу одновременно видны как на ладони, и нет необходимости все переворачивать, чтобы найти нужный предмет. Поэтому способ вертикального хранения вещей проходит красной нитью через все мои видео. Организовать вещи стоя достаточно легко, а эффект просто потрясающий. Порядок держится намного дольше. Но когда вопрос касается одежды, тут все не так однозначно. Многие остаются недовольны по разным причинам и возвращаются к стопочкам. Дело в том, что такой способ хранения просто идеален для выдвижных ящиков, комодов, а вот на полках в шкафу могут возникать проблемы. Например, вещи просто падают и перемешиваются, особенно те, что из мягких тканей. В таком случае их нужно собрать в органайзер, который и будет работать как выдвижной ящик комода. В коробках обычно вещи не падают, но в случае чего можно вклеить разделитель, который не даст вещам упасть и смешаться, как в коробке, так и на широкой полке. А без органайзеров на полку можно ставить плотные, крупные вещи, например, постельное белье. Еще недостатком считается то, что на очень высоких полках сверху остается много неиспользуемого пространства. Конечно, стопками здесь можно разместить намного больше вещей, но как потом этим пользоваться, особенно у детей в шкафах, непонятно. У моих точно уже через дня-два все будет выглядеть вот так. Поэтому лучше просто добавить еще одну полку и увеличить вдвое количество вещей. И сверлить совсем не обязательно, у меня на канале есть очень много решений для этой задачи. Одна из главных причин, по которым не приживается вертикальное хранение именно одежды, это то, что сам процесс ее складывания кажется долгим, сложным, скучным и непривычным занятием. И действительно, первое время нужно будет перестраиваться, думать постоянно, как же это все сложить по-новому. Но поверьте, со временем руки сами будут все делать на автомате, пока вы будете думать о более глобальных вещах. А в качестве места для складывания подойдет любая горизонтальная поверхность – кровать, диван, стиральная машинка, стол, комод, гладильная доска или даже сушилка для белья. Многих волнует вопрос, как же организовать вещи мужа и детей, они же, скорее всего, не захотят так заморачиваться. А нам этого и не надо. Из комода или органайзера они будут вещи только брать. Потом отправлять их в стирку. А для того, что можно еще раз надеть, мы им выделяем отдельную полку или корзинку, и они туда уже будут все складывать, как им нравится. И самый часто задаваемый вопрос, мнется ли одежда при таком хранении. Ну конечно, как и при любом складывании, не может одежда оставаться без складок. Поэтому мы можем так хранить детские домашние вещи, спортивную или немнущуюся одежду, белье, носки. При упаковке в чемодан у нас особо нет выбора.
Бывает, что просто в шкафу не хватает места, чтобы все развесить. В таком случае, чтобы не делать двойную работу, рекомендую гладить не сразу после стирки, а уже перед самим выходом. А все, что должно быть идеально наглажено, однозначно отправляем на плечики. Также нету смысла в вертикальном хранении, если есть предостаточно места для развешивания, если в стопочке буквально 2-3 крупные вещи, если вам без разницы какого цвета взять, например, полотенце, и вы просто берете самое верхнее. В таких случаях можно спокойно сложить все стопочками или не складывать вообще. Видео о том, как складывать одежду, постельное белье и полотенца для вертикального хранения вы можете найти на моем канале в отдельном плейлисте. Надеюсь, было полезно. Встретимся в следующем видео. Пока!